Приветствую вас, дорогие друзья! Как и всегда, вы на канале Реалистик PES. Говорим до свидания бразильской компании и приветствуем новую компанию, которая стала доступна сегодня в игре. Как вы уже догадались, на календаре у нас сегодня четверг, а это значит очередное оперативное обновление и очередной завоз контента, о котором и предлагаю сегодня поговорить. Не забывайте про привычную поддержку этого ролика своей активностью в виде лайка и комментария, и подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Ввиду того, что к нам потихоньку возвращается футбол национальных сборных, в игре появилась и соответствующая кампания, которая имеет название «Квалификация к национальному турниру». Если честно, не совсем понятно, какому именно, поскольку у Konami нет ни на один из них лицензии, ни на Лигу наций, ни на чемпионат мира, ни на чемпионат Европы. А поэтому понять, какой именно из этих турниров они имеют в виду, достаточно трудно. В любом случае, это не имеет значения, а имеет значение то, что конкретно мы получили в игре после оперативного обновления. В частности, это новая кампания, которая позволяет забрать новых футболистов в свой состав. Конечно, большинство из них звезд с неба не хватает, и более-менее уже сформированные составы они вряд ли усилят, но как минимум точечные варианты, которые также представлены в этой кампании, выглядят очень даже интересно. Поэтому давайте их и обсудим. В течение ближайших нескольких недель мы будем проходить разного рода задачи, которые нам поставили в рамках этой кампании, за что будем получать селективные контракты на 2 пака. Один из которых посвящен Showtime паку с игроками национальных сборных, в то время как другой хайлайтовским футболистам. Селективный контракт на первый пак мы получим только после выполнения 10 заданий. А это означает, что бесплатного игрока из шоутаймовского пака мы не получим в ближайшее время, а будем довольствоваться только хайлайтовскими карточками. Они на самом деле не самые привлекательные из всех, что были представлены сегодня, но тем не менее здесь также есть свои интересные варианты. Например, Баркаля, который время от времени фигурирует в некоторых паках, но если у кого-то нет его карточки, кто-то не играл за его модельку, это прекрасная возможность ею обзавестись. В очередной раз пихают Упамекано, в принципе не самый плохой центрбэк, особенно для бездонатных, фри-то-плейных составов, ну и игроки сборной Германии. В этот раз Konami решили немножко отвлечься от основных футболистов, от именитых игроков и представили, возможно, тоже некоторых игроков основного состава, но которые представлены в игре без своих клубов. То есть ни у одного игрока сборной Германии нет привязки к их командам, потому что они банально отсутствуют. В случае с шоутаймовскими игроками здесь ситуация поинтереснее, потому что нам представили далеко не самые плохие модельки. Как минимум 2 из 5 футболистов стоят вашего внимания и, в принципе, могут залететь в ваш состав. Если не в основу, то на скамейку так точно. Первый из них это Бастони. Один из самых лучших центрбэков в eFootball 2023. В последующих частях и обновлениях он стал менее популярным среди игроков, потому что появились не менее метовые варианты на позицию центрального защитника. Но все же для центрбэка у него просто шикарная моделька. У него имеется скорость, у него имеется выносливость, он широкий, он длинный, поэтому покрытие ног у него достаточное и, соответственно, ему легче перехватывать мячи. То есть хороший вариант с соответствующим навыком, именно вдохновитель в защите, Fortress. Поэтому для меня это вариант номер 1, что на донатном аккаунте, что на бездонатном. Ну и второй вариант, как-то не странно, Серджио Гнабри, который получил навык, связанный с навесами. Поскольку мой English is very well, сначала я подумал, что ему дали пикирующего сокола. И сначала я даже удивился, что бесплатные карточки дали пикирующего сокола. Но не тут-то было, и пока что эту красную линию Konami не переступили, и пикирующий сокол остается привилегией донатеров. Учитывая, что не так давно нам раздавали Нуниза с головой молотом, теперь мы получаем Гнабри с острыми навесами, я думаю, это будет, достаточно популярная связка у игроков, которые не донатят. Все же остальные ребята, на самом деле такое себе. Кулому они, в принципе, бесполезный персонаж в этой игре, я все еще придерживаюсь такого мнения. Цифры у него среднячковые, моделька у него тоже особо ничем не выделяется, разве что накинули ему отличие
отличительный навык. Амрабат, ну, опорник со стилем от штрафной до штрафной, если ему только накидывать указания играть в защите. Но цифры, кстати, оборонительные ему нарисовали как будто бы из воздуха. Ну а про корейца и вовсе говорить не приходится. Странный стиль, не самые выделяющиеся цифры, поэтому на любителя, возможно, на фанатов Вулверхэмптона. Не менее интересный набор сегодняшнего дня — это шоутаймовский пак с игроками национальных сборных, опять же. В частности, это с нападающими Мбаппе, Сане и Бареллой. В целом, как по мне, по дизайну самих карточек и по футболистам, и по их цифрам, ну, лично для меня не самый привлекательный пак. Но здесь примечателен тот момент, что Килиану Мбаппе, по сути, самому первому игроку в качестве центрального нападающего дали стиль пикирующего сокола. До этого он был у фланговых нападающих, по-моему, был у атакующих полузащитников и максимум у оттянутых форвардов, которые не играли на острие. И, по сути, опять же, Мбаппе становится первым нападающим, которому дали пикирующего сокола, именно центральным нападающим, который играет на острие. И как по мне, вот это немножко руинит его карточку, потому что с пикирующим соколом все удары с подкруткой превращаются в непонятное нечто. Ну, чтобы вы понимали в лишний раз, у сокола такая траектория, что мяч поднимается вверх, а потом опускается резко вниз. Если вы захотите пробить из-за штрафной с подкруткой в дальний уголочек, не обязательно, чтобы мяч прям высоко поднимался, вы так пробить уже не сможете, потому что у этого Мбаппе будет пикирующий сокол. Поэтому вам придется отдельно подстраиваться под его точные крученные удары. Поскольку пикирующий сокол, в отличие от обычных подкруток, это такая вещь, под которую нужно подстраиваться. Угол, момент и, соответственно, ловить тайминг. Конечно, по ходу матча было и такое, что мне забивали не только с флангов и с центра за пикирующий сокол, то есть это вполне реально. Ну, соответственно, на это придется потратить намного больше попыток, соответственно, больше моментов. И в лишний раз, а нужно ли оно это, когда есть центральные нападающие с хорошей реализацией и силой удара и с имеющейся подкруткой. В комментариях под этим роликом буду ждать ваше мнение касаемо всех представленных карточек, паков, новой кампании. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, если вы еще этого не сделали. Подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч!